Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Уже на носу декабрь, завершающий месяц 2021 года. Замечательное время, и поэтому мы выполняем просьбу от наших тепличников, которые уже полным ходом ведут работу, и посевные работы, кто-то собирается сеять. Кстати, не удивляйтесь, северяне, у нас на юге именно в декабре сеют семена капусты на рассаду, и потом уже в апреле радуют своими капусточками свежими и на рынке, естественно, и на базаре. Но давайте рассмотрим календарь, кому что выбирают, каждый что кому ближе. И мы рассмотрим календарь по московскому времени. А мы живем на юге Украины, в городе Измаил. Это юг Украины, юг Одесской области. Напоминаю, кто не знает. И прежде чем мы начнем рассмотрение этого важного вопроса, обязательно подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео со своими друзьями, родными, близкими. Пусть у них тоже все хорошо получается, и они получают также хорошие результаты. Ну, естественно, лайкайте. Рассмотрим календарь. 1 декабря утром Луна будет находиться в знаке Весы, а затем уже в 14:57 перейдет в знак Скорпион. Естественно, 1 утром будет у нас Луна без курса, потому что Луна перед переходом в другой знак всегда отдыхает. И поэтому после 15 часов можно будет проращивать семена для микрозелени. Это время Скорпиона. Хотя это убывающая Луна, но для микрозелени проверила очень хороший период. Проростки будут замечательные. Сейчас очень популярны проростки. И используйте для того, чтобы улучшить свое питание витаминами. И 2 тоже декабря в Скорпионе до 10 часов можно будет проращивание семян проводить для того, чтобы получить хорошие вкусные витаминные ростки. А затем уже начинается время, смотрите, время новолуния, полного солнечного затмения. Такой период у нас будет с 10 часов 35 минут 2 декабря, 3 декабря, 4 уже в Стрельце будет вот это прекрасное космическое событие, полное солнечное затмение. Ну и 5 в Стрельце и переход в Козерог, тоже часть вот этого времени у нас будет забрано для того, чтобы вот эти энергии солнечного затмения наполнили и Землю, и нас, и все, что здесь находится, солнечной и другой божественной энергией созидания. Это очень важное событие, и о нем мы еще будем говорить отдельно в другом видео. И смотрите, заканчивается вот этот период в знаке Козерог до 10 часов 35 минут нужно вот воздержаться от посевных посадочных работ. Вот такой период, мы его не используем никогда для того, чтобы начинать работы с растениями и семенами. И уже 6, смотрите, 6 после 10 часов 35 минут, а лучше после 11 часов, в знаке Козерог, это только-только начинает расти Луна, можно использовать это время для посадки озимого чеснока и лука, кто не посадил еще, а также провести подзимний посев вершков и корешков. Хорошо получается и вершки, и корешки. Так что используйте это время, и можно это время и 7 еще использовать до 7 часов утра. Затем Луна без курса и переход в знак Водолей. Ну вот Луна без курса, к сожалению, заберет часть козероговского хорошего времени, но мы постараемся сделать уже это остатки посевных работ. Кстати, на рассаду можно высевать, это для тепличников, семена различных растений, те, которые вы собираетесь выращивать. В Козероге будут очень хорошие результаты. Далее Водолей. В Водолее 7 уже и 8, 9 до 17 часов 53 минут ничего не сеем и не высаживаем. Это уже у нас временем проверено. Мы это будем делать для испытаний различных растений, но это для весны будет подходить. Сейчас
этот период не подходит. И уже вечером в Рыбах 9 декабря можно будет заняться проращиванием микрозелени. Замечательное время. Можно делать такие важные посевы семян цветов на рассаду. Те, кто эустомы или какие-то другие цветы собираются посеять. Кстати, в Рыбах очень хорошо посеять семена белокочанной капусты. Это для тепличников по вашей просьбе. Лук на выгонку очень хорошо высаживать. Ну, естественно, огурцы и помидоры. Но вот лучше все-таки огурцы в Рыбах. Помидоры мы чуть-чуть позже будем сеять. И это делают наши южные тепличники. И сейчас мы чуть-чуть позже, через пару буквально минут, об этом будем говорить. Итак, 10-го очень хороший продуктивный день для посева вот этих семян на рассаду. И цветы, и овощные растения. Особенно белокочанная капуста и огурцы. Лук на выгонку получится замечательный. Но 11 числа Луна в Рыбах, но будет переход Луны из первой во вторую фазу. Не посевной и не посадочный день. Уже 12 декабря в 47 минут 00 часов 12 начнется время Овна. И будет продолжаться это время и 13 и 14 утром. Но далее у нас 14 будет Луна без курса с 5 часов 54 минут до 11 часов 11 минут. Поэтому вот продуктивное время у нас в знаке Овен это 12-13. Здесь очень хорошо проращивать семена зерновых культур для получения микрозелени. Именно зерновые очень хорошо получаются. Далее в Овне больше ничего не сеем, не высаживаем. Это растущая Луна. И вот этот замечательный период, он такой длинный. Вот если бы такой период был весной, и ранней весной, конечно, мы бы обрадовались. Но ничего, мы в короткие периоды с вами все посеяли, посадили. Растущая Луна, Телец. После 11 часов 12 минут, а вернее лучше делать это после 12 часов 14 декабря наступает прекрасное время. И вот 15 и сразу же себе сделайте заметку 16 до 19 часов. Ох, сколько можно здесь сделать. Вот это то время, когда можно тепличникам сеять семена огурцов, томатов, помидоров, томатов, баклажаны, перец. В общем, то, что вы хотите посеять, это вершки. Вот эти вершки, пожалуйста, сейте. А также те, кто у нас сеет семена эустомы в декабре месяце тоже. Есть те, кто сеет какие-то другие семена цветочных растений. Просто у меня в почте чаще всего спрашивают про время, лучшее время для посева эустомы. Поэтому я об этом и говорю. Можете сеять абсолютно все. Белокочанная капуста прекрасная получится, рассада. Сразу предупрежу, что будут чуть-чуть дольше всходить семена, но зато будут крепкие, здоровые растения и дадут хороший урожай. Можете сеять семена зеленых культур, ну вот любые вершки, а также проращивать овощные, зерновые, бобовые культуры для микрозелени. И также можете на витаминную зелень посадить лук и чеснок. Тоже хорошо все получится. Вот смотрите, вот такой прекрасный период. Мы чуть-чуть позже сделаем скриншот всего месяца, и вы сможете более подробно себе еще раз изучить и записать. Ну а тем временем мы двигаемся дальше и попадаем в очень интересный период. 17-го утром Близнецы начинается сожженный путь полнолуния. В Близнецах будет находиться этот период 18-го, 19-го само полнолуние, затем 20 и 21 вот это все сожженный путь полнолуния. И он завершится в Раке 21 декабря после 7 часов, а лучше после 8 часов. Вот в Раке снова же тут уже начинается растущая Луна. Можно проращивать различные семена для микрозелени. А также, вот, пожалуйста, вы спрашивали про время после 20 и до 30, когда можно посеять семена томатов и огурцов на рассаду. Вот, можно вот этот период использовать. Правда, он небольшой, 21-го, смотрите, после 8 часов утра и до 17 часов, это самое позднее, можно провести вот посев семян вот этих овощных
растений. И затем переход уже 22, 23, 24 утром у нас время, когда будет господствовать стихия огня. Это время льва. И уже убывающая луна, можно высаживать лук и чеснок на витаминную зелень. А, кстати, можно и в теплице посадить озимый чеснок для получения репки в ранний период весной. Ну, естественно, микрозелень зерновых очень хорошо получается. А вот этот период снова же в этом месяце, в декабре, словно месяц решил нам дать возможность, вот, делайте все, прекрасные времена для того, чтобы в Тельце посеять все семена овощных различных растений. А вот в Деве, смотрите, после 12 часов лучше это сделать. Дева 24-го начинается, и 25-го, и 26-го утром до 11 часов. Смотрите, сколько можно сделать. Под зимний посев семян цветов. А также еще можно в это время сеять семена цветов на рассаду. Замечательное время, прекрасно все получится у вас. И я вам желаю с Александром Федоровичем именно этого. Вот такие вот. В Деве, кстати, можно и посеять огурцы. Если вы живете в теплой стране, можно и укроп на зелень посеять. Ну вот этот период мы используем, это третья фаза, как раз хорошо мы используем для того, чтобы еще посеять и вершки. Но далее идет время уже весов и переход Луны из третьей в четвертую фазу. И у нас 27-го выпадает из посевных работ, это знак весы. И только 28 декабря можно под зимний посев корнеплодных овощей. Это время уже четвертая фаза, только корнеплодные овощи. Или сеем, или высаживаем. 29 и 30 Луна будет находиться в знаке Скорпион, убывающая глубокая Луна. Можно посадить лук на зелень. Скорпион любит это дело, хотя это уже глубокая убывающая луна, зелень получится. И можно использовать эти дни для получения микрозелени. Причем в Скорпионе можно любые растения выращивать. Я имею в виду любую семью семян. Это и бобовые могут быть, зерновые, можно другие какие-то растения, которые овощные. Все, что вы можете и что у вас есть для этого, выращивайте микрозелень. Получится прекрасно. Ну и новогодние сутки 31 декабря в Стрельце. В Стрельце мы будем встречать Новый год. Ну а кто трудится, то можете после 3 часов ночи, когда Луна выйдет уже из спячки, из Луны без курса, можно заняться проращиванием семян зерновых культур для микрозелени. Это знак Стрельца. А знаки огня, они всегда покровительствуют тем растениям, которые относятся к зерновым. А теперь обещанный виск сразу агрогороскоп на декабрь 2021 года. Вот он такой. Вот, все, теперь, по-моему, видно. Пока вы будете себе делать заметки, срисовывать его, хочу вам сказать, что очень важный месяц декабрь. Мы желаем вам крепкого здоровья, позитивного, превосходного настроения. Сейчас мы закладываем фундамент следующего года. И пусть 2022 год принесет вам прекрасные результаты, а вы будете в здравии, в радостном, счастливом настроении, и все у вас будет получаться хорошо. Ну что ж, до новых встреч на нашем канале. Пока-пока!